Всем привет! Расскажу, что сегодня будет видео. Во-первых, мы будем объединять как будто бы детали. На самом деле мы будем соединять у деталей вот эти два края, но это может быть и две разные детали. И я покажу, как этот шов, который мы будем проходить, будет выглядеть в изделиях. Мы с вами научились наборке петель, лицевой глади, изнаночной глади. Мы умеем правильно делать кромочные петли, чтобы вот так с краю красивая косичка получалась. Мы добавляли петли, убавляли петли, закрывали ряд, чтобы тоже получалось красиво. И сегодня мы, как будто бы вы уже с этими знаниями связали какие-то детали, будем практиковаться в сборке изделия крючком. Ну, как и обещала, покажу, как это выглядит в изделии. Вот смотрите. Вот шапочка. Вот у нее шовчик, соединенный таким способом. Здесь, конечно, не лицевая гладь, не разглядеть так под микроскопом, но постараюсь показать. Вот он, этот шов у нас, как он выглядит при увеличении. Аккуратненько, чистенько, красивенько и в меру эластично. Скажу, что благодаря такой сборке можно иногда чуть-чуть стянуть изделие, стабилизировать, так сказать, потому что, например, если вы из мохера связали полочку, спинку, они очень тянущиеся, то этим швом можно чуть-чуть зафиксировать длину. Когда изделие будет висеть, допустим, у вас сохнуть, это поможет сохранить его внешний вид и не вытянуться бокам при носке. Внутри шов выглядит тоже очень аккуратно. Вот он, видите? Если вы, например, с базовыми знаниями уже наших вот петелек всех видов, уже вдруг связали шапочку таким образом, то, собрав ее крючком, она будет иметь абсолютно товарный вид. Вот сейчас покажу еще второе изделие. Это шов уже на лицевой глади, видите? Здесь достаточно крупные петли. Добавлю тоже, что если вдруг вы собираете и боковые петли у вас очень-очень, ну, то есть спицы, допустим, у вас были пятерка, шестерка, и тогда кромочные петли будут длинные, вытянутые. Тогда можно делать вот эту поперечную частоту стежка не одну петельку в одну кромочную, а, допустим, две петли в одну кромочную. То есть два раза цеплять. Тогда это будет почаще и понадежнее, и, может быть, в некоторых смыслах это и нужно будет иногда. Вот как он выглядит внутри. Очень красиво, аккуратно и тоже в меру стянуто-затянуто. Там нужно уже смотреть по изделию, насколько вам туго это нужно. Мы вязали вот примерно такими спицами, да, я для образца просто показываю. И примерно такой же толщины я беру крючок, потому что использую те же самые нитки для сборки изделия. Опять же, если вы вяжете толстое изделие, и хотите собирать таким способом, как я покажу, иногда бывает нужно раскрутить нить или использовать, возможно, в цвет другую нить другого качества, но тут нужно всегда тоже учитывать все за и против, потому что хлопок, например, садится, синтетика нет. Если вы будете сборку делать совсем разными по структуре нитями, это тоже есть риск деформации после стирки. Но здесь можно, допустим, было бы, если бы мне нужно было, это была бы вещь действительно, распустить изделие и сборку делать половинкой нитки. Это очень приемлемый способ, и тогда у вас собранное полотно будет уже не таким плотным. Итак, смотрите, вот у нас верх, который мы закрывали, вот низ, который набирали, и вот у нас красивый бок. Боковые петли, кромочные, так сказать. И нам сейчас нужно сложить лицевую с лицевой, как будто бы мы складываем полочку со спинкой, например.
Я не отрезаю нить, я, как правило, сборку делаю этой же ниткой, либо здесь у меня она коротенькая, поэтому смысла нет выбирать, откуда сделать. Но обычно боковой шов я начинаю закрывать с ниточки хвостика, оставленного при наборе. Я уже говорила, что я стараюсь его оставить покрупнее, и тогда им я практически иногда бывает и весь шов закрываю, то есть с одной нити. Сейчас мы будем использовать вот эту последнюю петельку, которая у нас была. Итак, мы сложили лицевыми друг к другу сторонами. Мы прохватываем косичку насквозь. Так, сейчас буду показывать прямо вот как. Вот видите, вот эта косичка. Мы под нее цепляем под обе стеночки. Точно так же цепляем здесь под обе стеночки. Опять же показываю. Зацепляем нить, протаскиваем. И теперь зацепляем нитку и протаскиваем через вот 2 петли. Протащили. Идем в следующую петлю. Поддеваем вторую часть детальки. Поддеваем обе петли. Продеваем нить через 2 петли. Идем дальше. Цепляем. Цепляем. Вытягиваем нить. И теперь вытягиваем нить через 2 петли. На крючке всегда у вас остается 1 петелька. Еще раз. Поддеваем. Поддеваем. Тут нитки толстые. Делать все очень легко. Поэтому рекомендую потренироваться на толстых ниточках, на которых вам не составит труда попадать в крайнюю вот эту вот петельку. Под нее, вернее, даже. Так. Продеваем. Сейчас мы доделаем, я выверну и покажу, как будет выглядеть то, что мы с вами натворили. Если у вас равное количество рядов на полочке и на спинке, вы должны будете попасть петелька в петельку, и у вас все должно будет сойтись. Итак, вот смотрим, как выглядит. Видите? Аккуратно с одной и со второй стороны. В меру эластичности здесь я и не тянула, и не оставляла много. Выворачиваем и смотрим внутри. Вот видите, идут аккуратные поперечные стежочки. Почему я рекомендовала, чтобы нитка была потоньше? Тогда бы этого всего не было видно. То есть более плоский шов бы получался. Если вот хотеть добиваться более плоского шва, то все-таки ниточку можно чуть-чуть распустить. Когда используются, допустим, нитки, которые вяжутся тройкой, то в принципе ничего делать особо не надо. То есть какие есть нитки, такими вяжете. Это только на крупных нитях такая, проблема может возникнуть, что слишком толстый шов. И то надо пробовать и по ситуации смотреть, как решать проблему, расслаивать или нет. Потому что, в данном случае я бы чуть-чуть тоньше сделала соединительную нить, чтобы этот шов больше утапливался. Декоративно выглядеть будет все так, как вы и видите, но просто сама нить, которая соединяет, она будет более плоско ложиться. Видите, как многому мы уже научились. Буду продолжать снимать вот из этих же простых наборов теперь варианты вязания, которые вы сможете делать уже с вот этими базовыми знаниями. И параллельно начну какие-нибудь еще хитрости рассказывать. Так что не пропадайте, не теряйтесь. Зима еще впереди. Будем много вязать. Всем пока. До встречи.